Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Хочу сегодня показать очередной узорчик вот из такой необычной блестящей пряжи. Вот такая вот ниточка. Крючок у меня будет сегодня 3 миллиметра. Крючок 3 миллиметра. Напоминаю, вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Все узорчики универсальные. Поэтому вяжите из любой пряжи. Самое главное правильно подобрать крючок. Схему к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Она, в принципе, читабельная. Все понятно. Кто умеет работать со схемками, можете уже работать самостоятельно. Кто пока не умеет, повторяйте за руками. У вас обязательно все получится. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика составляет 8 петелек плюс 1. Я, получается, наберу 4 раппорта. Это 32 воздушные петельки плюс 1, 33. Ну, а вы набираете, сколько вам будет удобно. Так, все как всегда. В начале петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее мы с новичками провяжем вспомогательный ряд. Он будет состоять из столбиков с накидом. Ну, чтобы в воздушных петельках не запутались. В столбиках вы точно не запутаетесь. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид. По порядку в следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. Столбик с накидом. И вот так вот вы провязываете в каждую петельку цепочки по одному столбику с накидом. Шагаете аккуратненько вот так до конца ряда. Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков получится ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. Понятно? Первый ряд набирается чуть-чуть помедленнее, чем все остальные, поэтому не переживайте. Получается, я набрала 33 воздушные петельки, у меня получится 33 столбика с накидом. Поняли, да? Вот эти вот первые 3 петельки подъема, они считаются за столбик с накидом. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже набрала. Давайте самостоятельно до конца ряда. Несложно, у вас получится. Ну и в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Вот наши столбики готовы. И теперь мы приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала делаем, смотрите, воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика нырнули и провязали столбик без накида. Есть. Теперь смотрите, делаем накид. И будьте внимательны. Отсчитываем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4-й. Нырнули, вытянули ниточку, вот так вот подтянули ее и не провязываем, держим на крючке. Считаем. 1. Накид. Сюда же нырнули, вытянули ниточку, вот так вот подтянули, не провязываем. 2. Накид. Еще раз сюда же нырнули, вытянули ниточку, вот так вот подтянули. 3. И вот теперь все петельки, которые у вас на крючке, провязываем за один раз. 1. И обязательно зафиксируйте, чтобы они у вас не разбежались. Получился вот такой вот пышный столбик. Я сделала 3 накида, 3 петельки. Вы можете делать больше. И 4, и 5, и 6, и 7, и 10, сколько хотите. Вот данный пышный столбик будет выглядеть более эффектно, но пряжа скушает еще больше. Ну, пробуйте, обязательно попробуйте. Итак, дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. Дальше накид. Возвращаемся сюда же в этот же столбик и провязываем точно такой же пышный столбик. Набираем петельки. 1, накид сюда же 2, накид сюда же 3. Теперь все петельки провязали вместе и зафиксировали. Есть. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. И сюда же возвращаемся и провязываем точно такой же 3 пышный столбик. 1, набираем петельки. Накид. 2, накид. 3. Все вместе провязали и обязательно зафиксировали. Угу. Вот у нас получается вот такой вот интересный веерочек из пышных столбиков. Идем дальше. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4-й нырнули, вытянули ниточку и провязываем 2 петельки вместе, столбик без накида.
Все. Вот это тот же самый столбик, который был в самом начале ряда у нас. Дальше повторение. Итак, давайте еще раз вместе повторим. Накид. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3 в 4. Нырнули, вытянули ниточку и вот так вот подтягиваем, не провязываем. 1, накид сюда же. 2, накид сюда же. 3. Все вместе провязали, зафиксировали. Есть. 2 воздушные петельки. 1, 2. Возвращаемся сюда же и опять набираем пышный столбик. 1, накид, 2, накид, 3. Все вместе провязали, зафиксировали. Еще 2 воздушные петельки и опять пышный столбик сюда же. 3. 1, 2, 3. Все вместе провязали. Обязательно зафиксируйте, чтобы ваши петельки не разбежались. Вот очередной веерочек. И зафиксировали его. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 провязываем столбик без накида. Все. Несложно. Совсем не сложно. Давайте провязывайте, пробуйте набирать петелек побольше, да, для сравнения. Как вам больше понравится, так и делайте. Это творческий процесс. Никто ни в чем никого не ограничивает. Все. Самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда встречаемся. Договорились? У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши веерочки с пышных столбиков. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот наш последний веерочек. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И здесь, помните, у нас были 3 петельки подъема. В 3-ю петельку аккуратненько нырнули и провязали столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Дальше 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Накид. Сюда же в верхушку этого же столбика вернулись и провязали столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Есть. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. Переключаемся. Вот у нас 3 пышных столбика. Нам нужен центральный. Беремся за верхушку центрального столбика и провязываем столбик без накида. Есть. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. Теперь переключаемся на столбик без накида предыдущего ряда и в него провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же, 2, сюда же, 3. Вот что у нас по итогу получается. Видите, здесь как бы у нас половинка, да, наших 3 столбиков, то есть петельки подъема и 1 столбик. Здесь полноценные 3 столбика. До этого у нас получается край был волнистым, да? А теперь мы с вами его вот так вот выравниваем. Понятно? Красота. Идем дальше. Дальше уже повторение. 2 воздушные петельки. Переключаемся на центральный пышный столбик. Беремся за верхушечку, провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. Накид. Переключаемся на столбик без накида предыдущего ряда. И провязываем в него 3 столбика с накидом. 1, сюда же, 2, сюда же, 3. Видите? Несложно, несложно. Опять 2 воздушные петельки и присоединяемся вот к пышному столбику. И вот так вот вы шагаете до конца ряда. Выравниваете высоту как бы вашего ряда, краешек. Все, схемка перед вами. Давайте самостоятельно до конца ряда у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот провязали практически до конца ряда. Заканчиваем ряд так же, как и начинали. То есть у нас здесь получается как 2 столбика с накидом. Итак, 2 воздушные петельки, последние, да, и присоединяемся вот на столбик без накида предыдущего ряда. Мы в него провязываем столбик с накидом 1 и столбик с накидом 2. Все, краешек ровный, ряд закончен. Дальше 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. И сюда же мы возвращаемся, вытягиваем ниточку, вот так вот мы ее подтягиваем, так, и сразу же, получается, провязываем все 3 петельки. У нас как бы это половинка пышного столбика, вот такого вот. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. Возвращаемся сюда же и здесь провязываем полноценный пышный столбик. Накид подтянули 1, накид подтянули 2, накид подтянули 3. Все вместе провязали, обязательно зафиксировали. Теперь, смотрите, переключаемся как. Вот наш столбик без накида предыдущего ряда над пышным столбиком. Мы в него провязываем столбик без накида. Дальше накид. Переключаемся. Вот у нас 3 столбика с накидом были. Нам нужен центральный.
и в него провязываем точно такой же веерочек из пышных столбиков. Итак, нырнули, вытянули ниточку, считаем 1, накид сюда же 2, накид сюда же 3, провязали, зафиксировали, 2 воздушные петельки, 1, 2, сюда же опять возвращаемся и провязываем, 1, набираем петельки, 2, 3, провязали, зафиксировали, 2 воздушные петельки, опять возвращаемся сюда же и провязываем третий пышный столбик, 1, 2, 3, провязали и зафиксировали. И вот теперь наш вот этот вот веерочек из 3 пышных столбиков присоединяем. Вот столбик без накида предыдущего ряда, мы провязываем в него столбик без накида. Поняли? То есть ваша задача повторять самый первый ряд, вот самый первый ряд узорчика, просто он будет смещен в шахматном порядке, и все. То есть дальше точно так же вы вот над центральным столбиком будете провязывать вот такой вот веерочек. Все. Дальше присоединились. Веерочек, присоединились. Самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Несложно? Я думаю, что несложно. Вы справитесь. Давайте. Итак, смотрите, вот мы с вами провязали практически до конца ряда. Мы должны закончить ряд так же, как и начинали. То есть здесь у нас будет как бы половинка веерочка. Итак, вот наш последний столбик без накида. Делаем накид. Помните, у нас здесь были 3 петельки подъема. Так вот, в третью петельку ныряем аккуратненько, вытягиваем ниточку, подтягиваем ее, держим на крючке, считаем 1, накид, сюда же опять ныряем, вытягиваем ниточку, подтягиваем 2 и сюда же 3. Все вместе провязали, зафиксировали, 2 воздушные петельки, 1, 2. И вот сейчас, смотрите, мы будем делать, сюда же возвращаемся в верхушку этого же, этой же петельки, так, и начинаем провязывать 1, потом, смотрите, 2 и все. Теперь все вместе провязали и обязательно зафиксировали. Поняли? То есть у нас как бы здесь половинка веерочка, точно так же, как в самом начале ряда. Все, идем дальше. Воздушная петелька, поворот. Ныряем в верхушечку вот нашего пышного столбика, провязываем в него столбик без накида. 2 воздушные петельки. Там, где у нас получается между нашими пышными столбиками, между веерочками, столбик без накида. В него провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3. 2 воздушные петельки и переключаемся вот на центральный наш пышный столбик и в него провязываем столбик без накида. То есть точно так же вы провязывали вот в нашем втором ряду узорчика, просто смещено в шахматном порядке. Опять 2 воздушные петельки и между веерочками вот столбик без накида, в него 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Поняли, да? То есть вы повторяете точь-в-точь второй ряд узорчика. 2 воздушные петельки и переключаемся вот на центральный наш пышный столбик, столбик без накида. Понятно? Не сложно? Не сложно. Опять у нас в предыдущем ряду, получается, краешек был волнистый, а вы его делаете ровненьким. Угу. Давайте самостоятельно до конца ряда, в конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, вот провязали практически до конца ряда. И как мы заканчиваем наш ряд? То есть мы, помните, у нас здесь были как бы половинка пышного столбика. Мы берем все так вот за верхушечку и провязываем столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Далее у нас идет 1 воздушная петелька, поворот. Сюда же верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Теперь накид. Вот в центральный столбик из 3 столбиков мы провязываем наши 3 пышных столбика. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. Сюда же опять провязываем пышный столбик. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки. И вернулись сюда же, 3 пышный столбик. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали и переключились вот на столбик без накида, провязываем столбик без накида. Поняли? То есть ваша задача повторить самый-самый первый ряд. То есть сам по себе узорчик представляет 2 ряда. Веерочки, потом 3 столбика. Веерочки, 3 столбика. Понятно? То есть 2 ряда. Единственное, что они смещаются в шахматном порядке. Итого вертикальный раппорт узорчика 4 ряда.
Раз, два, три, четыре. Потом 5 повторяете. То же самое. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поняли? Все, мы с вами провязали уже весь вертикальный раппорт узорчика. Дальше вы самостоятельно увеличиваете образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что получится здорово. Да? Все, давайте встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Узор объемный, очень аккуратный. Смотрите, по идее он двусторонний. Видите? На другой стороне точно такая же получается картина, но мне кажется, что пышные веерочки с этой стороны выглядят более выпуклыми, более симпатичными. Как вам? Пишите в комментариях. Узорчик односторонний, либо двусторонний. Из моих ниточек, из моей пряжи вот так вот он тянется. Вот так вот тянется. Из вашей пряжи может тянуться больше, может тянуться меньше. Сейчас расскажу про ниточки, с которыми я работала. Смотрите, называются они Alize Angora Gold Simli. Видите? Дальше идем в моточке 100 грамм, в 100 граммах 500 метров. По составу это 75% акрил, 20% шерсть и 5% это самая металлическая ниточка, за счет которой блестит. Цвет, кстати, очень многим нравится. Это 452. Ну и нам здесь советуют производители брать крючок от 2 до 4. Ну, у меня 3, в зависимости от вашей плотности вязания. Вот такая вот пряжа. Повторюсь, вы берете любую пряжу, узорчики универсальные. Один и тот же узорчик из разной пряжи выглядит по-разному. Поэтому пробуйте зимнюю, демисезонную пряжу, летнюю пряжу и подбрасывайте в комментарии идеи, что можно данным узорчиком связать. Возможно, кто-то из вас уже вязал, узорчик не новый. Так что пишите, мы будем читать, вдохновляться. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Я, получается, набирала 33 воздушные петельки. Это мой образец, моей рукой, моей пряжи, моей плотностью вязания, моим крючком. У вас цифры могут быть другие, поэтому обязательно вяжите своей рукой. Итак, смотрите, 15 с хвостиком сантиметров получается. И здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И с новичками мы провязывали 11. У нас здесь получается 11 рядочков, 9,5 сантиметров. Так? Но узорчик выглядит шикарно. То есть обязательно попробуйте свяжите, повторюсь, провяжите в пышных столбиках, не как я набирала 3 петельки и 3 накида, сделайте побольше. Посмотрите, понравится вам, не понравится, но учтите, пряжи кушает много. Вот такой вот блестящий, интересный, оригинальный узорчик. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто этого не сделал, впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты и обязательно пишите комментарии. Комментарии помогают продвижению моего канала, заранее спасибо большое. А также нажимайте на кнопочку спонсорства, тоже заранее спасибо большое. Ну что ж, всем ровных петелек, встретимся в новых видео. Пока-пока.